У нас май получился довольно интересный и насыщенный. Один контейнеровоз даже решил съездить на маевку в деревню к дедушке. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Аварий на самом деле было очень много. Все у нас не получится разобрать, потому что хронометраж просто нам не позволит вписаться. О некоторых авариях мы уже с вами подробно разговаривали. Я снимал про парусник отдельное видео и про контейнеровоз, который утонул недалеко от берегов Индии. С вами капитан Максим, вы на канале Максмастер. Это майский обзор морских аварий и происшествий. Давайте будем начинать. Поехали! Кратко расскажу вам содержание сегодняшнего выпуска. Ну, во-первых, это контейнеровоз, который чуть не приехал, слава богу, в избушку к дедушке. Мы вспомним аварию парусника с Группинским мостом. Вспомним затонувшее судно, к сожалению, MSC Эльза-3. Слава богу, без человеческих жертв. Также MSC Антония. Кстати, мы о ней еще не разговаривали. Там интересный случай с подменой GPS-сигнала. Довольно-таки актуально на сегодняшний момент. Компания Maersk сегодня станет героем нашего выпуска, у которой судно почему-то потеряло ход. Что-то случилось в машинном отделении. Тоже вам расскажу, как его буксировали. Еще кое-какие аварии мы тоже повспоминаем, что-то обсудим. Первая, самая актуальная новость, о которой вы меня просили рассказать. Очень много по ней было запросов. Это выезд, так сказать, в кавычках, на берег контейнеровоза NCL Sultan, который случился 22 мая 2025 года в ранним утром. Контейнеровоз совсем небольшой, всего 11 135 дедвейта. Работает он под кипрским флагом. На борту было 16 человек экипажа. 2002 года он постройки. Грузовместимость всего 886 контейнеров. Шел он из Авероя в Аркангер. Я не уверен, что правильно называю норвежские названия городов, но как умею. И воткнулся он на скорости 16 узлов в берег в 5 метрах буквально от избушки, которая была расположена и сейчас расположена на норвежском фьорде. Что самое интересное, что хозяин этой избушки даже не проснулся. То есть они вот стоят, да, здесь стоит судно, в 5 метрах уже избушка, еще в 2 метрах там где-то стоит кровать, потому что, как потом журналисты померили, что от судна, от бульба до кровати хозяина было всего 7 метров. Он даже не проснулся. Прикол в том, что его разбудил его сосед. Представляете ситуацию? Вы спите, неожиданно вас будет сосед и говорит, что: друг, у тебя там на заднем дворе стоит 134-метровое судно. Ну, можно сначала подумать, что человек может там, немного не в себе, но когда ты потом увидел и осознал, что на самом деле тебя могли задавить, пока ты спал, ребята на судне, судя по тому, что дедушка не проснулся, даже, наверное, не подали звуковой сигнал. Ну, в общем, давайте смотреть на саму аварию. Сейчас я вам покажу видео. Смотрите, это AIS трекинг с сайта Marine Traffic, NCL Sultan, 22 мая. После какого-то продолжительного, непродолжительного, даже можно сказать, маршрута, просто на скорости в 16 узлов, не сворачивая, врезается в береговую линию. Ну и там, естественно, соответственно, стояла вот эта вот избушка. Все это произошло во время несения вахты второго помощника. Второй помощник, гражданин Украины, 30-летний, был сразу арестован. Его продули сразу на алкоголь, ничего не показало. Если мы приводим к местному времени, получается, что это 5 утра. Это не вахта второго помощника, если мы говорим про обычную вахту. Все вторые помощники, в большинстве, не все, в большинстве случаев вторые помощники стоят вахту с 0 до 4. Ну и, соответственно, с 12 до 16 днем. Возможно, он подменял старпома, возможно, у них просто нету третьего помощника, они стоят 6 через 6 со старпомом. Но так как мы знаем, что там 16 человек экипажа, то можно предположить, что третий помощник там должен быть, потому что это полноценный экипаж для такого судна. Даже не для такого судна, даже для судна там в 200 метров, 16 человек обычно, нормальный экипаж и третий помощник есть. После того, как они врезались в эту береговую линию, прошло какое-то время, на горизонте появляется судно, вот этот Fit Rana. Представляете глаза людей, которые работают на вот этом судне Fit Rana, который проходит мимо
фьорда и смотришь, что на берег выехал контейнеровоз. Я бы офигел, честно говоря. Я пытался найти видео с этого судна, но не нашел. Через 1,5 часа после столкновения к Салтону подошел спасательный катер, мы его видим здесь. Называется он Rescue Uni Amundsen, как-то так. Они, соответственно, приехали полиция, приехали пожарные, поднялись на борт судна, начали следственные действия. Сейчас мы разберем, почему это могло все произойти. Но сама ситуация, с одной стороны, очень комичная, а с другой стороны, чуть трагедия не случилась, потому что могли задавить, грубо говоря, судном человека, спящего в избушке. Поэтому, слава богу, что обошлось без человеческих жертв. Кстати, разлива топлива тоже нет. Как показало потом следствие, это судно уже стянули, уже сняли его с этого фьорда. Как потом показало следствие, комиссия Port State Control, которая была проведена, судно имеет повреждения корпуса, но незначительные. Тем не менее, нуждается в ремонте. Я вам сейчас расскажу про эту инспекцию. Я когда посмотрел график движения этого судна, увидел, что за последний месяц у них было порядка 30 судозаходов. Может быть, где-то я не полностью нашел информацию, но тем не менее, это очень много. И такое количество судозаходов при наличии всего 16 человек экипажа говорит о том, что там 100% есть проблемы с MLC. Это Maritime Labour Convention, которая регламентирует рабочее время моряков. И последние несколько лет действительно есть большие проблемы с соблюдением норма часов работы на борту судна, потому что графики ускоряются, портов становится все больше, экипажи не растут, а сокращаются. То есть на каждого члена экипажа ложится все больше и больше рабочего времени ежедневно. То есть вы работаете на износ. А второй помощник во время вахты просто уснул. Уснул, и, соответственно, судно не повернуло, они выехали на берег. Как показала потом инспекция Port State Control, которая происходила, я вам сейчас зачитаю, ее провели буквально через 5 дней после того, как судно поставили уже к причалу. То есть 22-го они выехали, 27-го была проведена эта инспекция. Вот я вам сейчас ее покажу. Здесь небольшие данные судна. Инспекция по Парижскому меморандуму. Дата 27 мая 2025 года. Detention note, то есть судно не арестовано, не задержано. Но, тем не менее, есть 4 замечания. Смотрите, какие по категориям. Fire safety, means of escape. Там было найдено, что есть проблемы с аварийными выходами. То есть они были как-то заблокированы. Дальше. ISM, ISM-related deficiencies. Это именно то, о чем может говорить несоблюдение нормы часов. Safety of navigation. Bridge Navigational Watch Alarm System. Сейчас я вам об этом расскажу. Это, кстати, очень важный момент. И последнее, это повреждение корпуса судна после вот этой вот аварии. Давайте вернемся к Safety of Navigation. Почему не только второй помощник может быть виноват в этой аварии? Да, он уснул, но специально для таких случаев, когда человек, во-первых, почему он там находился один, а он там действительно находился один во время ночной вахты, не может человек быть на мостике один. Это тоже в соответствии с международной конвенцией требования. Но, тем не менее, если он по какой-то причине остался там один, или если они там вдвоем уснули, сразу звучит, конечно, ну ладно, как есть. На мостике есть специальная система, которая, если вы не нажимаете каждые 12 минут на специальную кнопку, они расположены в нескольких местах мостика, а также на крыльях. Если вы не нажимаете эту кнопку, сработает сигнализация у капитана в каюте. Если капитан по какой-то причине может отсутствовать в каюте, да, не слышит сигнализацию, сильно крепко спит, то через какое-то короткое время, там 3-4 минуты, в зависимости от того, как она настроена, нам сработает общесудовая тревога. Общесудовая тревога, естественно, уже разбудит весь экипаж, и они должны будут отреагировать. Эта система была выключена. То есть вот именно поэтому замечание это и стоит Bridge Navigational Watch Alarm System. То есть смотрите, во-первых, да, человек один на мостике. Это уже нарушение организации штурманской вахты. За это отвечает капитан. Выключена Bridge Navigational Watch Alarm System, которая должна быть включена. Тоже за это отвечает капитан. Дальше. Судно, видно, что оно идет на автопилоте, потому что это, скорее всего, работает Track Pilot, который
подворачивает в нужный момент, курс меняет. Но перед тем, как оно это делает, есть система, которая предупреждает о том, что сейчас будет изменен курс судна. Обратите внимание на радар, на навигационную обстановку вокруг и так далее. То есть она тоже, скорее всего, была выключена. И дальше еще есть система, которая предупреждает вас о том, что вы ушли с курса, как знаете, вы ушли с маршрута, да, навигатор вам говорит. У нас есть такая система, что вы ушли с курса, обратите на это внимание. И еще есть сигнализация, которая предупреждает вас о том, что вы сейчас врежетесь в берег. Это все должно быть включено. Если человек уснул не под влиянием алкоголя, а мы знаем, что это было не под влиянием алкоголя, то он проснется, если это все активировано. Это не то, что там что-то где-то чуть-чуть пищит. Это, реально звучит не так уж и слабенько. В общем, подведя итоги, можно посчитать. Я думаю, что нарушение рабочих часов это 99%. Выключена BMW ES, система Dead Man Alarm, мы ее еще называем. Один человек на мостике, не включена сигнализация, что вы ушли с курса, не включена сигнализация, что у вас сейчас будет скоро изменение курса, обратите внимание на навигационную обстановку, и не включена сигнализация, что вы сейчас врежетесь в берег. Будьте внимательны. Вот эти вот последние три, их можно на некоторых судах отключить. Просто вот штурман, находясь на мостике, может их отключить. Это делать тоже запрещено по многим safety management system компаний. У меня на последнем судне, на предпоследнем, точнее, на Манаусе, невозможно было ее выключить. Специально она была залочена, что она постоянно работала, даже в порту. Но тем не менее, там можно снизить некоторые параметры, которые немножко реже будут включать эту сигнализацию, но все равно они будут ее включать, если она активирована. За это все отвечает капитан. Да, он должен контролировать работу всех этих систем и работу, соответственно, второго помощника. Поэтому то, что он туда выехал, это не только, мне кажется, его вина. Если тем более после того, как был проведен Port State Control, уже нашли, что АСМ это, кстати, МКУБ, Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения. То есть там уже есть какая-то претензия. Есть претензия по Bridge Navigation Virtual Alarm System. Да, штурман выехал на берег, есть для этого какая-то причина, и эту причину будут пытаться выяснить. Хорошо, что так все закончилось, без человеческих жертв, без разлива топлива и так далее. Дальше, друзья, давайте вспомним аварию в Нью-Йорке, собственно, парусник и Бруклинский мост. Я нашел вот такое вот видео, которое может нам дать ответы на некоторые вопросы, почему это произошло. Смотрите, во-первых, я напомню, что от отхода парусника от причала до столкновения с мостом прошло всего 4 минуты 45 секунд. Тут нет, к сожалению, тайминга, но плюс-минус понятно. Смотрите, буксир завязан в районе правой четверти парусника. Правая четверть, это, чтобы было вам понятно больше, да, для тех, кто не связан с морем, что такое вообще четверть. Это вот у вас есть автомобиль, это в районе правого заднего колеса. Вот это вот правая четверть на судне, и на машинах. Почему он там завязан? Мне кажется, что вот на вот этой вот фотографии, если сильно увеличить, видно, что есть швартовный конец. Парусник идет задним ходом, выходит примерно, здесь, наверное, минуты 2 прошло, как они вышли на середину реки. И вот в этот момент отдают буксирный конец, и они понимают, что парусник продолжает двигаться, работает задний ход. Буксир, осознавая это, начинает его пытаться догнать, чтобы завязать его где-то в носовой части. Но очень мало времени. Всего 4 минуты 45 секунд полностью вся вот эта вот ситуация заняла. В этот момент там оставалось где-то минуты 2 уже до столкновения. Он понимает, что он не успевает это сделать. Там, кстати, начали вызывать по общему каналу связи, на 16-м канале, все доступные суда, все доступные буксиры для помощи, для предотвращения столкновения с мостом. И как мы все знаем, что произошло столкновение, которое привело к гибели 2 человек. Парни и девушки, молодых очень, но вот такая вот трагедия случилась. Смотрите, личное мое мнение по этому вопросу. Судно идет задним ходом, завязан буксир. Буксир нужно отдавать, как мы это делаем, когда
вы остановили судно и включили двигатель на передний ход. То есть все, мы все понимаем, что безопасно можно буксир отдать, он себе пойдет вперед, судно себе пойдет вперед, и все, в безопасности. Здесь они начали отдавать буксир до того, как судно остановило двигатель и перешло на передний ход. Это и привело к тому, что, собственно, судно и продолжило движение, невозможно было его остановить. Спрашивали, кто виноват в этой ситуации, капитан или лоцман. Смотрите, тут все очень сложно, потому что, во-первых, этот парусник является военным судном. Кто-то тоже писал, что военный только корабль, военный и судно тоже военное. Даже я вам больше скажу, суда есть и воздушные, и космические, и подводные. Что все суда военные, просто судно торгового флота не может быть кораблем, а корабль может быть судном, потому что это по определению судно. Ну, сейчас не об этом, это просто краткая такая справка. Во-первых, этот парусник является военным судном. Пусть будет для тех, кто хочет, кораблем. К нему применяются совсем другие требования. Там есть военные, там есть граждане Мексики и так далее. Лоцман там был американский, буксир, соответственно, и капитан буксира тоже были американцы. Все внутренние воды Америки находятся под федеральным контролем, не под государственным контролем. Это у них федеральный закон. Что они, да, находятся под федеральным контролем. Закон 28 USC 1333. Другое дело, что даже при нахождении лоцмана на борту судна, капитан все равно им командует. То есть лоцман, грубо говоря, просто дает советы. Следовать им или не следовать, решает капитан. Работает с буксиром как раз лоцман. Они взаимодействуют с капитаном буксира. Можно предположить, что они в какой-то момент решили его отдавать. Без команды капитана буксир не отдадут. То есть лоцман посоветовал капитану отдать буксир. Так везде происходит. Даже вот на наших судах везде. Лоцман посоветовал капитану отдать буксир. Тот согласился, дал команду отдать буксир, его отдали. А потом они осознали, что они двигаются еще до сих пор назад. Причем они там развивают уже нормальную скорость. Они на 6 узлах подъехали к мосту. Еще важная вещь, что в Штатах перед отходом, в соответствии тоже с федеральным законом, все капитаны знают, кто входит на Штаты. Вот мы сейчас идем на Штаты, и в соответствии с федеральным законом перед отходом должны быть протестированы системы, которые отвечают за рулежку, и двигатель на передний ход, двигатель на задний ход, также некоторые системы связи. Ну, есть там список целый. Это ответственность капитана убедиться в том, что это все работает, и передать эту информацию лоцману. Короче, там куча проволочек будет 100%. Одни будут подавать в суд на другие, другие будут подавать в суд на этих. Уже нам заявили, что это все вина, не одни заявили, что это вина капитана судна, вот этого парусника, другие заявили, что это вина лоцмана, третьи заявили, что вообще, буксир во всем виноват. Но 100% будут разбираться, потому что были человеческие жертвы. Парусник в данный момент стоит там же недалеко от места столкновения, за следующим мостом. Получается, это Бруклин-бридж, там есть еще Манхэттен-бридж. И вот за Манхэттен-бридж они там сейчас находятся, стоят, ждут за каких-то решений. Будем за ними наблюдать, что они там порешают. Чисто вот мое мнение, буксир был отдан рано, надо было его отдавать позже, надо было убедиться, что вы можете двигаться уже, что вы остановили, во-первых, судно хотя бы, что у вас двигатель работает, в данном случае это ВРШ, то есть лопасти развернуты на передний ход, а только потом отдавать буксир. Если бы было так, то все было бы хорошо. Но получилось так, как мы знаем, как получилось. Дальше про два случая в компании MSC. Один вы знаете, да, мы рассматривали с вами подробно MSC Эльза 3. Ее переворот, оверкиль. Там уже есть предварительное заявление одного из представителей Индии, что была проблема с балластной системой, что неправильно что-то там делали, и это привело к тому, что судно начало крениться на один борт, по-моему, 26 градусов, то ли 26-28 градусов. Накренилось на правый борт, потом потеряла устойчивость, а потеря устойчивости — это неспособность вернуться в первоначальное положение после действия или во время действия внешних и внутренних сил. Вот. В общем, они не смогли вернуться в первоначальное положение, и это привело к тому, что там даже заявили, что был блэкаут, не знаю, насколько это правда,
Ну, и заявили, что вот проблема с балластной системой привела к тому, что была потеряна устойчивость. Ну, плюс-минус мы так с вами это и предполагали. Слава богу, что всех удалось спасти. 3 человека там даже остались сначала для того, чтобы как-то попытаться изменить ситуацию. То есть 21 сразу спасли, 3 остались, но не помогло это, и все покинули борт судна, оно потом перевернулось. Те вот новости по ЛЗ-3. И сразу к следующему кейсу, который произошел 10 мая 2025 года, тоже компания MSC, судно Антония, MSC Антония называется. Оно село на мель, совсем недалеко от берегов Джедды. Джедда — это один, наверное, из самых крупных портов Саудовской Аравии. Мы там несколько раз были, заходили. Ну, нормальный порт, ничего плохого сказать по нем не могу. Проблема там оказалась в другом. Они сели на мель, по мнению IT-специалистов и тех, кто занимается разработкой искусственного интеллекта для морской индустрии. Компания Windward, есть такая. Посадка на мель произошла из-за того, что был подменен GPS-сигнал для этого судна MSC Антония. Действительно, сейчас эта проблема становится все более и более актуальной. Мы постоянно получаем ворнинги, постоянно получаем алармы, нотисы, то есть какие-то предупреждения о том, что в Красном море, а это все произошло в Красном море, Джедда находится в Красном море, что именно вот в Красном море это очень опасный регион, где сильно часто начали подменять GPS-сигнал. То есть GPS-сигнал не так просто подменить, как вам кажется. Есть наземная станция, есть наземная корректирующая станция, которая корректирует GPS-сигнал. Но тем не менее это стало происходить все чаще и чаще. Даже если посмотреть вот на этой картинке, видно, как MSC вот здесь, вот смотрите, оно двигается своим курсом, проходит Суэцкий канал, и дальше начинается вот где-то вот в этом месте у них начинается постоянная подмена сигнала. Сигнал прыгает на несколько сотен миль, это не то, что вам чуть-чуть его изменили, реально меняется он на несколько сотен миль, не проверили где-то позицию или проверили ее не совсем корректно и сели на мель. Еще как вариант, мы тоже обсуждали это с коллегами на судне, как вариант это не взлом самой GPS-системы, потому что GPS-систему тяжело взломать, это использование рэба, то есть радиоэлектронная борьба, что просто посылают ложный сигнал, и вы у себя на судне, на GPS-приемниках, на приемниках позиционирования видите не реальный сигнал, а какой-то чуть-чуть изменен. Иногда достаточно всего нескольких сотен метров, чтобы сесть на мель, потому что Красное море на самом деле не очень простое для навигации. Там очень много систем разделения движения. Это как вы просто вот едете на автомобиле, да, вы едете, у вас одна полоса туда с односторонним, одна полоса сюда с односторонним, и все. На судах у нас тоже есть такие системы, они называются системы разделения движения. В Красном море очень много таких систем, в Красном море много банок, то есть, мелей, где можно сесть на мель. В Красном море очень много вот таких вот особенностей, которые нужно учитывать. Если у вас не работает система позиционирования, то вам нужно использовать простую систему навигации, как мы все раньше пользовались, когда я еще был там кадетом и молодым помощником. То есть это проверка позиции судна путем пеленга и дистанции, либо 2 пеленгов, либо круиз-пеленга. В общем, необходимо использовать старые методы. Насколько сегодня штурмана умеют это делать? Ну, во-первых, мало где есть уже вообще бумажные карты. Все это можно делать и на электронной карте. Просто это нужно уметь делать. И когда вы работаете в прибрежном плавании, даже не в прибрежном, а где-то в опасных районах, это нужно делать постоянно. То есть это нельзя делать каждый час, это нужно делать чаще. Раз в 12 минут, раз в 18 минут. Все зависит от района, где вы находитесь. Иногда раз в 3 минуты. Что хорошо, в Красном море довольно много мест, где такую проверку позиции можно делать. Там есть за что зацепиться. Насколько часто проверялась позиция на этом судне, мы не знаем. Но, тем не менее, на мель они, к сожалению, сели и получили крен. Сейчас я вижу по статусу вот на 4 июня, что они стоят на якоре. По карте вижу, что они находятся возле берегов Судана. Друзья, теперь переходим к компании Maersk, которая, слава богу, не сильно часто является клиентом наших обзоров морских аварий и происшествий месячных. Maersk Sana
судно, которому 21 год, грузовместимость 8450 контейнеров в 20-футовом эквиваленте, соответственно. Покинули они порт Ньюарка, который находится рядом с Нью-Йорком, 26 апреля 2025 года. И 28 апреля, то есть через буквально двое суток, у них что-то случилось с машинным отделением, и они потеряли ход. Ну, получается, они прошли всего двое суток от берега Америки. К сожалению, произошло что-то серьезное, то есть невозможно было восстановить ход судна, возобновить. И еще двоих людей пришлось эвакуировать. И один остался на борту, ну, получил травму, но остался на борту. В общем, что-то там серьезное было в машинном отделении. Интересно другое, что начав дрейфовать 28 апреля, компания Maersk почему-то не вызвала с берега, с того же берега Америки, восточного побережья, которое находится всего в 2 днях хода, да, спасательный какой-то буксир. Они также не позвали никакие спасательные буксиры с Бермудских островов, а вызвали буксир, внимание, из Норвегии. Вы понимаете, да? Смотрите на карте, где находится Maersk Sana, вот оно дрейфует. В момент начала дрейфа, когда они потеряли ход, логично же было обратиться, да, где-то в каким-то спасательным компаниям, которые находятся либо в США, либо на Карибских островах, но они идут другим путем и вызывают буксир с Норвегии. Более того, буксир вышел только 4 мая, то есть судно потеряло ход 28 апреля, а только 4 мая выходит с Норвегии спасательный буксир. Прошла неделя, контейнеровоз посреди Атлантического океана дрейфует, а контейнеровоз не маленький, 100-метровое судно. И только через неделю из Норвегии выходит спасательное судно, которое добирается до контейнеровоза, чтобы его буксировать на Бермудские острова, которые находятся буквально там в 100 милях. Оно добирается только 16 мая. То есть только через 3 недели Sea-Ruby, вот этот буксир, он действительно хороший, океанический буксир, спасательное судно, только через фактически 20 дней, 20-21, он добирается до того судна, которое нужно спасти. По дороге, кстати, он еще и дозаправлялся. Когда этот океанический буксир спасательный добрался до Майерска Санны, он находился всего в 75 милях от Бермудских островов. Туда его и отбуксировали, поставили в порт, который называется Freeport, ну, такое название, порт Freeport. Скорее всего, просто выгрузят весь груз, потом его куда-то поставят на ремонт. Потому что проблема, мне кажется, там довольно серьезная. Если пострадало 2 человека, сильно пострадало, еще один не очень сильно пострадал, то есть в эвакуации он не нуждался. То есть там, возможно, что-то, ну, не дай бог, взорвалось или загорелось. И что подозрительно, почему буксир шел аж из Норвегии? Почему не вызывали буксиры из соседних стран территориально, да, которые могли добраться туда не за 3 недели, а могли добраться за 3 дня, отбуксировать в тот же порт Фрипортов. До этого Maersk Sana проходил последнюю инспекцию 16 апреля в Чарльстоне. Это тоже Соединенные Штаты Америки. Они не получили ни одного замечания. По пожарам тоже есть новости. 15 мая в порту Амстердама, соответственно, Нидерланды, подгорел балкер. Грузил он скраб, то есть какой-то то ли металлолом, то ли какой-то мусор. Произошло возгорание. Возгорание не удалось ликвидировать сразу, то есть заняло какое-то время. Подошли пожарные буксиры, пожарные катера, начали пытаться тушить так, как есть, пока все вот этот груз находился в трюме. Но потом все-таки было принято решение, как и с предыдущим балкером, взять все это, выгрузить на берег и все это уже там затушить. Потому что судно начало получать сильные повреждения из-за этого пожара. Продолжая тему пожаров, на сегодня самым актуальным, который прямо сейчас еще происходит, 4 июня, загорелось судно, которое называется Morning Midas. Загорелось оно в 300 милях от одного из островов Аляски. Соответственно, это Тихий океан. Мы совсем недалеко от этого места находимся. Судно покинуло китайский порт Янтай 26 мая и должны были прийти в мексиканский порт Лазара Карденос 15 июня. Оперируется судно компании Zodiac Maritime, и на момент инцидента, который произошел
3 июня на борту было около 3000 машин, 800 из которых электрокары. После непродолжительной попытки потушить пожар, а горели именно электрокары, капитан судна принял решение, что нужно эвакуироваться, и они покинули борт судна. Их подобрал контейнеровоз, который проходил рядом. В одном из предыдущих выпусков, по-моему, в позапрошлом, мы с вами обсуждали пожар. Тоже электрокары горели на борту судна, который называется «Дельфин», тоже класс РОРО. И тогда я пришел к выводу, что пока еще судно стоит в порту, с этим еще как-то можно бороться, потому что у вас есть береговые ресурсы, вы можете вызвать пожарную команду, у которых есть, собственно, свои ресурсы. В тот момент, в том случае, удалось потушить, применяя азот, который просто впустили в судовую систему, которая вообще предназначена для тушения с помощью СО2. Но если вот такая вот ситуация, судно находится в Тихом океане, 300 миль до ближайшего берега, у вас на борту ресурсов для тушения такого пожара практически нет, то после непродолжительной борьбы лучше это судно покидать. Иначе вы потеряете время и не успеете потом этого сделать. Если пожар сильно быстро будет развиваться, а на борту пожар очень быстро развивается, то, чтобы не терять время, через полчаса надо покидать судно, плюс-минус. Просто для понимания ситуации, на борту судна для тушения пожара, когда горит ионная батарея, практически ничего нет. У нас есть вода, да, в пожарных рукавах, у нас есть там пена какая-то, у нас есть система пожаротушения СО2, можно ее применять и в трюмах, в машинном отделении и так далее. Но все это дает максимум охлаждения во время того, как горит электрокар. У вас, если горит литий-ионная батарея, вы ее даже водой не затушите, потому что она даже под водой будет гореть. Поэтому я считаю, что капитан абсолютно правильно сделал в этой ситуации. Он принял решение покидать судно, пока это было еще более-менее безопасно для его экипажа. Я буду следить за этим случаем, буду следить за этим кейсом. Возможно, какие-то новые подробности появятся через какое-то время, потому что пока информации довольно мало. Знаю, что экипаж спасли, знаю, что судно горит, знаю, что его я не вижу на марин трафике, к месту назначения они не добрались. Вот такой вот у нас получился май. Это малая часть всех аварий, происшествий, потому что на самом деле происходит очень много. На самом деле происходят практически каждый день, но они бывают незначительные, просто какой-то катер врезался, или какая-то баржа в баржу врезалась без последствий, максимум помяли борта. Это вот самые такие актуальные, самые обсуждаемые на сегодняшний день. Оставайтесь на канале. Если вы еще не подписались, пожалуйста, подпишитесь. Меня зовут Капитан Максим, кто меня не знает. Мы стараемся с вами общаться также в комментариях, поэтому не стесняйтесь, пишите свои комменты, свои вопросы, свои мнения. Я постараюсь по мере возможности на них отвечать, потому что возможности у меня тоже не всегда бывает. Находимся в Тихом океане. Спасибо всем за внимание, кто смотрел, и Макс Мастер на связи.